Потом я узнала, что есть станки. Я представляла раньше, что станок — это вот туда доски засовываешь, как печку, а оттуда уже изделие. Друзья, это будет длинное видео. Не буду призывать вас досмотреть его до конца, но если вы это сделаете, я буду вам очень благодарен. Мы с ребятами из Лазеркат решили, что нам на канале нужен подкаст, и мы решили его записать. Сейчас будет первый пилотный выпуск этого подкаста. Меня зовут Виктор Шаров. Здесь я могу даже свою фамилию сказать, потому что, оказывается, я маскот Лазерката. Так меня местные называют в компании. Но сегодня в кадре буду я не один, а сегодня со мной еще один ведущий. Это руководитель отдела продаж Лазерката Антон Волков. Ваши аплодисменты! Антон, привет! Привет! Мы как будто бы не виделись, да? Протокольная встреча. Расскажи, про что, зачем нам подкаст, как пришла эта идея и что мы будем в нем, о чем разговаривать? Вообще подкаст, это сейчас модно. Так, продолжай. Вот. О чем будем разговаривать? Будем разговаривать о людях, которые превратили свое хобби в бизнес, в прибыльное дело. Вот. В том числе и по ЧПУ оборудованию. С помощью ЧПУ превратили свое увлечение в хобби бизнес. Да, в бизнес. Интересно. Но не только с помощью ЧПУ, да? Не только с помощью ЧПУ, в том числе и не ЧПУ. В общем, это будет подкаст про людей, которые смогли. И сегодня у нас в гостях Анастасия Герасимова. Ваши аплодисменты. У нас не очень большая студия, но мы можем предложить видеть. Настя, привет. Привет. Давай я попробую. У нас будет профайл, в котором мы коротко расскажем про тебя, но давай я попробую описать в словах, как тебя обычно в интервью. У тебя же не первое интервью? Нет. Как тебя обычно в интервью представляют, это архитектор из Новгорода, автор канала Борщ ТВ. Анастасия Герасимова, архитектор из Великого Новгорода, автор YouTube-канала Борщ ТВ. У Анастасии было множество увлечений, часть из которых переросли в настоящий бизнес. Она воодушевленно варила сидр, шила, путешествовала, но столярное дело и изготовление предметов интерьера и мебели из дерева стали делом ее жизни. Ну да. Все правильно? Маленькая часть. Расскажи остальную часть. Во-первых, да, я архитектор, в прошлом практикующий. Ныне я один из совладельцев и дизайнер бренда мебели «Заноза». Еще я блогер, мама, жена и так далее. В общем, у меня много разных сфер, но главное, наверное, сейчас это дизайнер мебели в «Занозе». Так, дизайн мебели – это твое основное сейчас времяпрепровождение? То есть это прям твое дело-дело? Или это все-таки хобби? Мне бы хотелось, чтобы это было основным делом, потому что это самая интересная верхушка, так сказать, моих дел. Но приходится очень много заниматься всякой текучкой на производстве, всякие сопутствующие дела, руководящие, в общем, все, что окружает производство. То есть бизнес, когда хобби превращается в бизнес, оно все-таки перестает быть хобби. Да, конечно. Как ты стала архитектором? Архитектором. Просто у меня папа архитектор, и я долго думала, куда поступить. Никуда не хотела, и оставался один вариант — архитектор. И я пошла и училась на архитектора. Стала архитектором, начала работать архитектором, правильно? Да. И в какой-то момент что произошло, что тебя сподвигнуло на то, чтобы отказаться от работы архитектором? Я так полагаю, хорошая работа. Да, можно сказать, хорошая. Я архитектором стала практиковать еще до универа, потому что у меня папа архитектор, и он мне давал работу все время. Домашняя у тебя была такая. Да, практика сразу. И так что, наверное, к 30 годам у меня был достаточно большой опыт проектирования. И как-то мне все это начало поднадоедать, потому что самая большая причина, когда работаешь архитектором, часто не видишь конечный результат работ. То есть ты проектируешь и отдаешь проект в бумажном виде, и, в общем, на этом часто все кончается.
Вот, а дальше заказчик сам строит, может быть, он строит на другом конце страны, там, может, у нас, часто вносит свои изменения, там, например, удешевляет или что-то. И, в общем, мне не нравился такой разрыв, что я проектирую, а это на бумажке для меня остается. И поэтому меня тянуло очень к ручному труду, так как ты что-то делаешь, ты можешь это потрогать сразу. Вот, и, соответственно, наверное, поэтому меня очень тянуло к дизайну мебели, потому что я создаю, я могу это сделать, я могу на этом, ну, грубо говоря, сидеть. Ты просто хотела что-то потрогать из того, что ты Да, делаешь. да. Как это называется? Есть визуалы, аудиалы и кинестетики, да, или которым надо обязательно потрогать что-нибудь. Ну, нет, наверное, я бы сказала, я человек-результат. То есть для меня бумажная работа — это не конечный результат. А тут, получается, я придумала, захотела и получила результат уже готовый. Ну и плюс дом, он долго строится, а мебель быстрее. Да, да, это тоже. Ты кайфуешь от процесса или от конечного вот этого момента? Так скажем, я не кайфую от процесса, если он не приводит к результату. Быстрому и хорошему. Сам процесс для меня, наверное, это просто путь к результату. Так, мы остановились на том, что ты захотела потрогать то, что ты делаешь, и вроде как решила сделать что? Мебель? Первое, что ты сделала? Первое изделие твое. Ну, такое осознанное изделие, я думаю, было, когда мы дом достроили, или в процессе еще были строительства, заехали в дом наш с мужем, денег у нас не было, а хотелось что-то, мебель какую-то. Вот, и я подумала, а что сделаю сама? Вот. Женя принес лобзик, купил. И я такая, ну, что тут понятно, на кнопку нажала, да, лист фанеры пилю. Получалось очень криво, и я понять не могла, почему вот у кого-то ровно, а у меня криво. Вот. И, в общем, я бросила немножко это дело. Потом у соседа друга появилась циркулярка. Я попробовала ей работать. Распилила доски, там сделала первый уличный стол. Женя приходит с работы, я говорю, мне надо собрать только. Я это все напилила. Вот. На самом деле это было опасно, потому что ни о какой безопасности я тогда не думала. Никогда не повторяйте в одиночку. Да, я просто брала циркулярку и распускала вдоль доски просто на весу. В общем, это, наверное, были такие вот первые работы. Потом я узнала, что есть станки, и что это не какой-то такой вот... Я представляла раньше, что станок — это вот туда доски засовываешь, как в печку, а оттуда уже изделие. Я узнала, что есть там для этого станок. Как-то сначала там у нас торцовка появилась, потом циркулярка настольная. Все там друзья говорили, зачем тебе это? Подожди, мы пропустили важный момент. Да. Вот ты взяла циркулярку у соседа, распустила доски, сделала стол. Почему ты не остановилась на этом? Ну, мне понравилось. Владение инструментом, реализацию своих идей. Тебе понравилось самой руками что-то пилить? Да, захотела, сделала, понравилось. Окей. А у вас в Занозе сейчас много девушек, которые пилят сами руками? Нет. Только ты? Да. И как это быть одной из немногих, которые взяли в руку пилу? Да, нормально. Ну, иногда к нам приходят, когда новые сотрудники и не знают меня, допустим, я куда-нибудь уеду, приезжаю, а кто-нибудь новый появился. И они очень удивляются, когда я выхожу в цех, там что-то... Дай покажу. Да. Нет, там сама что-то начинаю делать. Особенно, когда какой-нибудь мужчина, там, может, чуть постарше средних лет, он может испугаться, да, за меня. А это, получается, вот когда кровать была, ну, первая, да? Тогда ютубчик уже был у тебя или еще нет? Да, если кровать была на ютубе, значит и ютуб был. Значит, ютуб уже был. Да, кстати, хороший вопрос. Когда появилась идея все это снимать? Монетизировать, я бы так сказал, наверное, да, даже? Да, а идея была в монетизации, когда ты начинала YouTube? Или просто блог, как вот, типа, для себя? Изначально идея, конечно, была перевести хобби в работу. Точнее, наверное, это не было таким активным хобби. Мы просто решили снимать все, что у нас происходит в жизни. Потом как-то переключились на меня. Это сначала была еда, путешествия и какие-то DIY штуки. А потом... DIY Настя называет варенье сидра, например, яблочного. Нет, это еда. DIY. Так. Вот. И потом
никто не смотрел мою еду и путешествия, все стали смотреть, как я что-то делаю, пилю. Уже тогда хотя бы лобзиком. Конкуренции у тебя, получается, как таковой не было? Ну, девушка, которая что-то делает на... Ну, в русскоязычном ютубе практически не было никого до меня, кто бы так открыто показывал такие увлечения. А вообще в мировом сообществе были девушки, и я начала тоже смотреть, и я подумала, чего они могут, и я могу, давай на циркулярке попробую. Настя из Великого Новгорода. И получается, когда ты начала в Великом Новгороде что-то делать, то там у тебя не было конкуренции, потому что мало кто делал что-либо вообще из дерева. В Новгороде? Да. Я думаю, там есть мастера получше меня. Но как бы я тогда о них и не знала, и в доступе прям таком не было, что там идешь, вывеска, мы делаем из дерева. Это все какие-то в основном производители лестницы или шкафов на заказ. Ну, то есть мастера были, но они о себе так, как ты начала рассказывать, Да. не рассказывали. Да, я, например, не могла найти доступную какую-то мастерскую. Женя работал в автосервисе мастером, а я работала архитектором. И получалось, что у него по сменам графика, у меня выходные по выходным. И мы как-то вот совмещали. Это было прям очень сложно, потому что надо придумать за неделю, сделать, смонтировать. А я особо ничего не умела делать. Я как бы училась на каждом ролике. И он тоже монтировать учился в процессе. И мы год терпели, но меньше, чем через год, где-то через 9 месяцев у нас вот кровать выстрелила видео. Там просто понабежали кучу недовольных мужчин. Они не поняли, почему я отжимаю хлеб. Подожди, а если не секрет, это реальные люди? Или ты что-то сделала для того, чтобы... Реальные. Мы рекламу практически не заказывали никогда. В самом начале, может, было у какого-то там странного блогера мы заказали неэффективную. Она ничем не помогла, конечно, потому что мы еще не понимали, какую аудиторию там надо. Вот. А потом все органически росло. И это, да, реальные были люди. Было много хороших комментариев, было много плохих. Конечно, для меня это было сначала... По сердцу ударил. Да, первые негативные комментарии всегда, конечно, все сложно воспринимают. Там до слез, наверное, не дошло. Но я немножко это как-то взгрустнула. Вот, прибавилось подписчиков много. И потом уже вот эти темы про столярку стали заходить, и мы стали снимать только столярку. Так, условно говоря, столярку, потому что столяром или столяром я никогда себя не называю. Я тогда продолжала еще проектировать, архитектурой заниматься. Я снимала канал, Женя монтировал. И, в общем, это было достаточно сложно еще сгрузить на себя все организационные вопросы с производством и с продажами. То есть тут нужна не именно предпринимателя, а команда нужна. Потому что одному не справиться, если хочешь чего-то побольше достичь. Да, в любом бизнесе команда важна. На производстве у нас 9 человек работает. Потом вот у нас 4 совладельца, которые каждый работает над каким-нибудь вопросом. И еще есть там таргетолог, маркетолог. Ну, то есть, давай разделим производство и административную часть. То есть 9 человек у вас, которые занимаются резкой, сборкой, шлифовкой, покраской, а люди, которые занимаются организацией, это ты, Женя и сколько еще человек минимум необходимо? Я, Женя, Семен, Вика, Таня, маркетолог. Угу. Ну и вот еще таргетолог и помощник по маркетплейсам. Наверное, это основное, что у нас есть. А, еще девочка, которая пишет текст. В общем, еще там несколько человек. Ты же со всеми знакома? Если честно, нет. Они на удаленке работают или они с вами в офисе? Как это? Ну вот мы 4 в офисе сидим. Маркетолог Таня, она к нам очень часто приходит, у нее свой бизнес, но она с нами тоже как в команде. И остальные все на удалении, да. Кого-то мы ни разу не видели вживую, только по связи. Вот что первое удалось продать из того, что вы делали? Получается, вы делали это, чтобы снимать контент, правильно? Да.
И куда вы это все складировали? Себе домой, друзьям. Окей. На самом деле, наверное, маме, друзьям я делала, себе мало что. Окей, и когда я просто знаю эту, проходил что-то такое же, когда ты что-то делаешь, потом тебе говорят, а мне тоже такое надо. Вот, и что это было? Что это за предмет, который ты уже такая... За который ты получила деньги. Вот, да. На канале я почти ничего не делала на заказ. Все только для себя. А если считать мастерскую, то, наверное, банально будет, доски мы стали производить. Торцевые, обычные доски. Разделочные доски. Да, с этого начали. Но, кстати, это в столярке, мне кажется, очень много кто начинает с разделочных досок. Вот к вам в отдел продаж приходит... 0609 там практически все по России делают доски. И даже если посмотреть всякие обучающие видео по маркетплейсам, все, что связано с ЧПУ, на первом месте разделочные доски и ножницы. Неужели нужно столько много разделочных досок? Тренды, во-первых. Во-вторых, людям реально нужно на чем-то резать мясо. Вот. И они не хотят резать на пластике, они хотят на дереве. И типа оно изнашивается, и нужно новое покупать? Да. Или что, почему много? Но если углубляться там в гигиену и так далее, то да, надо менять раз в полгода. Раз в полгода нужно менять, и это как бы такой очень ходовой товар из-за этого Да. получается. По сути, да, вот кайф в том, что это дерево, это благородно, и это расходник. Я с многими предпринимателями общался, и люди, которые работают, не знаю, как Настя, боишься ли ты маркетплейсов вообще, в принципе? Уже не боюсь. Ты легко туда залетела, как бы, да? То есть в Wildberries сезон, у тебя было... Для нас это было нелегко, потому что до этого мы продавали в социальной сети с картинками. И у нас было все легко и просто. И мы понимали, что маркетплейс — это немножко неблагодарная такая сетка. И для нас было страшновато именно не то, что сама организация, а именно как нашу мебель туда можно продать, в каком виде она там перемещаться будет. Много вопросов, конечно, которые были перед выходом. Я поставил себе на место зрителя, мне хотелось бы сразу инструкцию получить. Вот мы разговариваем, там, какая команда, как все начиналось. Есть какая-то, я не знаю, по твоему опыту, вот если я захотел сейчас, вот послушал этот подкаст и захотел сейчас тоже взять ЧПУ, открыть свой бизнес, то сколько мне надо человек, какой мне нужен станок, какая нужна команда, если дело в команде, и какие действия мне нужно предпринять, какой продукт выбрать. Вот есть у тебя в голове понимание, часто ли к тебе приходят такие, мы тоже хотим бизнес, вот посоветуй нам что-нибудь. Приходят. Это вопрос, да, на который так и не ответишь одним предложением. Что касается, если начать с команды, то мы начинали, вот у нас было 3 человека Вика еще в то время к нам не присоединилась, и у нас был 1 человек на производстве. И вот так вот мы начали. Подожди, 1 делал. Да, и мы втроем. Не смотрели. Да. У нас у каждого еще своя же работа была, поэтому мы не 100% были вовлечены. Но можно сказать, что если бы я одна организовывала, 1 сотрудник у меня бы работал, наверное, мы бы справились на первое время. То есть я говорю, что производят, я продаю. А как выбрать продукт? Как выбрать продукт, наверное, сейчас это прям очень сложная тема. Например, доски разделочные подойдут для первого продукта? Да, я думаю, тут вопрос местоположения. Все зависит от того, где находится производство? Да, я не знаю. Сейчас очень большая конкуренция, наверное, в досках. Надо найти что-то такое, доски там из чего-то, какой-то формы, и куда-то их придумать, поставлять, чтобы производить. Просто так там сделал доски, и никто сам не купит. Это как с пазлами, да? Мы ездили, снимали интервью в Самару, Unidragon пазлы. Владелец компании говорит, что компании, которые копируют их пазлы, долго не живут. Потому что ты копируешь, ты свое ничего не придумал. У тебя нет основной идеи. Если что-то свое придумал, какой-то продукт, и его воплощаешь в реальность, то тогда у тебя все хорошо. Есть же ходовые какие-то в столярке продукты, которые можно посоветовать каждому. Вот я, например, попробуй, начни с разделочных досок. Или это глупый совет будет? Я бы, наверное, начала бы
Ну, если вот представить какого-нибудь мастера, который не знает, чем заняться, у него Да, умеет, нет но не идеи знает. в голове, наверное, это изделие на заказ. Во-первых, это опыт работы в столярке, опыт работы с клиентами, опыт продаж какой-никакой. Вот, наверное, с этого. Но Изделия на заказ, то есть да, услугу это проще продавать. всего, да, потому что это востребовано, но это очень неблагодарная работа, когда делаешь на заказ. Но для тренировки пойдет. А там уже в процессе, может быть, Да. что-то тебе в голову В придет. процессе, может быть, какой-нибудь клиент придет и скажет, а мне вот для этого, не знаю, для ресторана нужно 200 этих штук. Ты делаешь, потом к тебе приходят и говорят, и мне такие же там нужны. Ну, то есть, если нет идеи, ну, надо начать что-нибудь делать. Неважно, что. Если нет своих идей, берите чужие. Когда нанимала команду, вы как... Такой вопрос, наверное, знаешь, больше денежный. Как договаривались? Это будет зарплата, это будет процент от сделанной работы уже? Или вы как на какую-то фиксу договаривались, в том числе с мастером? Просто вот есть... С мастером у нас там по-разному было, потому что это наш первый сотрудник был. Мы на нем прошли, наверное, все сложности и ошибки. Сначала на фиксированную плату, потом там на сдельную. И так пробовали по-разному. И какой, по-твоему, лучший вариант? У нас сейчас очень странная система. У нас сотрудники сами выбрали такой коммунизм в компании. То есть они хотят, чтобы у всех была одинаковая зарплата, и они все трудятся на одно благо. Ну, грубо говоря, у нас есть план, который нужно выполнить. Если кто-то там филонит, то его мы мотивируем не какими-то там единичными заслугами, типа вот ты сделал больше, на тебе больше денег. Его именно мотивируют сами сотрудники, говорят, что ты тут ходишь, мы там планы за тебя не сделаем. И если они там перевыполнят план, то им надбавка всем, которые поровну. Конечно, у нас есть там должности начальник производства и еще начальник, который надбавку имеет какую-то. Но так, в принципе, они сами выбрали такую систему и сами друг друга подгоняют. Плюс у нас там есть премии за инициативу. Например, если человек придумал что-то, что упрощает и убыстряет производство, то ему премия полагается. То есть люди заинтересованы даже в том, чтобы помогать вам развивать бизнес, которые, по сути, не должны этим заниматься. Ну, да, но они же и себе тоже упрощают жизнь. Если там модернизировал свое рабочее место, ну, не сам, а, например, там приходит и говорит, вот, я считаю, что если сделать там мне вот такое вот место, тут стол, тут так расположить, то я буду быстрее работать и качественней. И тогда мы тоже это поощряем. Либо что-то в технологии поменять. Есть такая практика, когда бывают дни, когда мы меняем сотрудников, чтобы, во-первых, они поняли, чем каждый из них занимается, ну, потому что у каждого могут к другому быть претензии, тот не понимает, почему там такие сложности, сделать вот так вот, как я у тебя прошу. Они же последовательно, цепочкой работают. И, во-вторых, это нужно, чтобы, если там один заболел, то другой мог его подменить. Мы вот так вот соседние по цепочке периодически стараемся, чтобы люди компетенцию повышали. Поэтому полезная штука. У меня вопрос, возвращаясь к мастерской. На начальных порах, когда вот ты только-только, пришла эта идея, да, вот ты говоришь, параллельно работали там и муж твой, и ты, сколько времени вы уделяли для вашего проекта? Это выходные дни просто происходило? Для Борщ ТВ? Для какого из проектов? Когда... Уточните. Нет, когда заноза уже появилась. Когда заноза? Да, получилось так, что мы когда с Семеном договаривались, он говорит, ну ты там нарисуешь, вот мы будем производить, там все такое. А по факту получилось, что мы там заняты 24/7. То есть почти все время, и поэтому, наверное, канал немножко у меня отошел на второй план, потому что это казалось интереснее. Несмотря на то, что первое время мы зарплату в занозе вообще не получали. Сколько это времени нужно для того, чтобы, грубо говоря, получать первый доход, которого будет хватать на покушать? Сложно сказать, можно было сразу, наверное, пилить какую-то прибыль и там что-то получать. Но у нас была цель развивать компанию и работать именно над построением бренда, поэтому мы очень много и до сих пор вкладываем в развитие. Наверное, у нас первая зарплата появилась через полгода только. Вот так вот. И то она была
меньше, наверное, чем у сотрудников. Просто чтобы как-то себя мотивировать. Ну, мы не очень страдали, потому что у нас же был доход от там, того же Ютуба. Вот, у Семена там другой бизнес, поэтому мы не забирали все деньги. По поводу денег. Это были ваши накопления для открытия или вы какие-то привлекали инвестиции там, со стороны? Изначально у меня был такой хороший парк станков, хоббийных, конечно, но полный состав. Вот, и мы их использовали, постепенно обновляя, улучшая. Мы почти... мы не брали никаких кредитов. Один раз мы получили грант от государства поддержки бизнеса. А так не кредитуемся. А можешь вкратце рассказать вообще про эту тему с грантами, субсидиями? Сейчас просто очень много. Для самозанятых дают сейчас 350 тысяч. Да, в каждом городе, наверное, есть такие организации. Они обычно по-разному называются. Как-то вроде «Мой бизнес», «Центр поддержки экспорта». В общем, всякие разные. Плюс мы состоим еще в бизнес-инкубаторе. В общем, когда начинаешь в этом кругу общаться, у нас этим занимается в основном Семен, и там постоянно какая-то новая информация. Вот, периодически какие-то гранты выдают, там надо всякие там собрать презентации, периодически какие-то выделяют в Центр поддержки экспорта нам, например, на сайт оплачивал какой-то процент, там, на сертификацию. То есть, в принципе, если узнавать, все время появляются какие-то новые возможности, и вот можно... А в чем подводные камни этих грантов? Надо отчитываться, да? Да, надо отчитываться. И дело даже не в том, что отчитываться сложно. У нас целевой расход, а в том, что вот эти всякие бумажки собирать, всем обычно у нас лень. А так сложностей, я думаю, нет. Какой-то есть минимальный список вот по столярке, который нужен обязательно? Вот кто-то прям вот не знает, как ты, но ему прям вот очень хочется. Вот что ему первое, какой инструмент купить и во сколько это ему сейчас обойдется? Наверное, не обойтись без фуганка, рейсмуса. Так, это прям стационарные станки ты имеешь в виду? Циркулярки, да. А что, пила? Я просто считаю, сколько это может стоить, я не знаю. Циркулярка или ленточка, шлифовальная машинка, как минимум. А также ручной инструмент, там, шуруповерт, дрель, там. А нельзя просто ручным инструментом обойтись? Можно, но тогда мы не о бизнесе говорим, а о медитации. Бюджет какой-то можешь так в голове прикинуть? Вот я, допустим, захотел... Минимальная мастерская. Хоббийная мастерская. Наверное, можно бэушная от 100 тысяч купить все. А нормальная? Пределов нет. Вообще можно, если представить, вот возьмем какую-нибудь табуретку, да, вот как ее делают на производстве по отработанным техкартам, это одно качество и одна скорость. Но в то же время люди думают, а что тут сделать табуретку? Возьмите сделать. Вот у меня даже чертеж есть. Да. А это получается, что вот возьмем наших 9 человек, которые в цепочке стоят, и каждый должен вот передать другому информацию, как должно быть дальше, как должно быть в итоге, а там, такие даже малейшие нюансы, типа, а какая там обкатка фрезера, а какая шлифовка для какой наждачки. То есть, допустим, шлифовщик должен знать, чем будет покрываться, чтобы шлифовать именно той зернистостью, и так далее. Там очень много нюансов. А человек, который первый, он отбирает дуб, он должен знать, в какой цвет покраситься, потому что если это для светлого изделия, то там нужно отбирать идеальную древесину. Вот, и люди думают, что это так все просто сделано. Это вот когда один человек, то да, он может все это в голове держать. А это кто-то замечает, вот конечный потребитель, насколько вы тщательно подходите к процессу производства? Я думаю, да, потому что люди приходят и трогают, не могут оторваться, говорят, как все гладенько у вас, как красиво. Но на самом деле они, наверное, замечают только 5%. Потому что они видят уже красивые изделия и не знают, что мы могли бы там, могла бы быть чернота дуба, могла бы быть шершавая, могла бы быть там с барашками от шлифовки или лак где-нибудь наплывами. Да вот да, я про это. Да. Вы же, получается, делаете очень много вот в этой производственной цепочке для того, чтобы повысить качество, а насколько конечный потребитель видит это качество и может его оценить. Но условно, сколько у вас стоит самый дорогой предмет, который вы продаете сейчас?
Дорогой, наверное, у нас стол или детская кровать. Детская кровать, может быть. Ну, вот примерно она сейчас сколько стоит? Ну, в районе 30-40 тысяч. Вообще, судя по ценовому диапазону, мы недорогой пока бренд, потому что мы не можем позволить себе поставить большую сумму и иметь большую прибавку к стоимости. Приходите в шоурум Да. Кубатура, Санкт-Петербург. Кстати, да, мы были на открытии шоурума. Расскажи, как вы к этому дошли? К тому, что нужно не просто через интернет продавать, а нужно какая-то своя офлайн точка. К этому нас прежде всего обстоятельства наши политические привели. Потому что до этого мы думали о шоуруме, что нам надо. Но у нас так все было хорошо, мы просто включали таргетированную рекламу, и пошло дело. Как бы еще заморачиваться на шоурум. Вот. А тут год назад мы решили, что без этого как бы никак. Давай начинать искать. Мы ездили в Москву, в Питер, помещения, приценивались. И тем временем, пока мы все это думали, обсуждали, как-то продажи стали падать. И, короче, положение было нелегкое, поэтому мы отложили эту идею, так как открыть шоурум — это много расходов. Самый простой, вот, допустим, мы сейчас открывали, по подсчету мы 1500 потратили просто на пол и 2 стенки. Вот. Плюс это еще расходы на продавца, плюс это заморозка денег в мебели, которая стоит в шоуруме. Ну, в общем... Только хотел сказать, можно сэкономить на мебели и сделать ее самостоятельно, но нет. Это же незавершенное производство. Точнее, завершенное, но как-то... Короче, замороженные деньги, которые мы могли бы сделать для клиента, а оно там стоит. И люди приходят, садятся, а деньги не платят. Вот, мы отложили, значит, эту идею, но пришел сезон. Обычно сезон у нас где-то с октября по март такой активный, когда мы много продаем, делаем. И мы решили, что вот сейчас мы можем позволить, и начали об этом активно уже говорить. А с октября по март сезон у всех, кто мебелью занимается? Честно говоря, я не знаю по мебели, но думаю, большинство да, потому что летом люди путешествуют, строят дома, делают ремонт на дачах, сажают грядки, а к осени они начинают такой у них период гнездования, подготовка к зиме, уют. Превращается в хомяков и тащится в норки. Возвращается домой с дач и собирается сделать уютно. Мы так это оцениваем. А что вы делаете летом, когда не сезон, условно? Работаем на склад в основном. У нас в ноябре там распродажи эти начинаются. У нас раз в год всего скидки, и это Черная пятница. И у нас скупают все, что есть обычно. Ну вот, как ты посоветуешь ли ты вообще людям сейчас заниматься раскруткой бизнеса или стоит подождать? А чего ждать-то? Время-то идет. Ну да. Не знаю. Если есть возможность, надо всегда сразу действовать. Кредит брать или лучше копить? Ну, я так понимаю, что сейчас есть всякие льготные тоже кредиты, если ты вступаешь там в всякие эти бизнес-центры. Так что, если нет возможности, конечно, наверное, кредит можно взять. Если есть возможность так начать, лучше без кредита. Ну, я бы начала, почему нет? Друзья, это был пилотный выпуск нашего подкаста. Я надеюсь, вы досмотрели до конца, и вам все понравилось. У нас в гостях была Анастасия Герасимова, ведущий Виктор Шаров, и сегодня еще Антон Волков вел с нами наш подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, советы давайте. И если вы вдруг услышите нас на какой-то подкаст-платформе, не переключайтесь, потому что это первый будет подкаст наш на подкаст-платформе. Это был канал Лазеркат. Пока. Пока. А этот микрофон тоже пишет? Нет, можно, кстати. В смысле, серьезно? Ну, вот его можно запустить, да. Ну, типа, он может писать. Не, просто я боюсь, что я ногой буду, если как-то задевать. Он не работает. А. Его можно к компьютеру подключить просто проводом. Ну, подкаст, у нас должен быть микрофон.